Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! Я сегодня своим видео отвечаю на вопросы тех, что происходит с моими баклажанами. Растут ли они и есть ли они еще в теплице? Растут, прекрасно себя чувствуют. После полива их кукурузным квасом они начали особенно интенсивно расти, подниматься снова в высоту, наращивать зеленую массу и снова же формировать новые и новые плоды. Молодые нужно уже собирать, а дальше нужно работать уже с каждым индивидуально. Вот у нас пасынок. Я его оставила. Здесь не было плодов, здесь еще непонятно, что было, поэтому я оставила. Это постоянно нужно с каждым, как человек, так и растение. А здесь, видите, пасынок. Вот этот пасынок нужно убирать для того, чтобы формировался дальше вот этот плод. Еще будут вот еще два цветочка. Я их тоже уберу. Они здесь лишние. Здесь будут только мелкие. Зачем нам такие плоды? Нам такие плоды не нужны. Здесь все нормально. Здесь тоже вот разветвление пошло. Здесь плод и два еще плодика, два цветочка, вернее, цветочек. Я их тоже убираю. Это лишнее. Здесь все нормально. Но здесь идет пасынок. И вот веточка еще одна. Я здесь пока не буду удалять вот этот пасынок, потому что очень часто бывает, что вот остановится рост вот этой веточки, и потом пасынка нету, и получается здесь оголенная ветка, и плодов очень мало. Здесь еще один пасынок. Вот этот пасынок можно убрать. Получается вот чистенько. Здесь тоже пасынки оставлены. Тут цветочек прекрасный, вот он цветет. Вот уже завязался плодик, еще один. И вот так с каждым абсолютно растением. Вот здесь тоже уже высота моего роста. Цветет цветочек. Здесь вот пасынок. Это, кстати, на пасынке. А здесь пусто. Как-то вот выгнался очень быстро. Здесь пасынок убираю. И вот здесь пасынок. Вот он. Тоже убираю. А дальше смотрим на веточку. Здесь идет именно на пасынке цветочек. Вот он. А здесь цветочка не было. Поэтому, видите, почему нужно присматриваться. Индивидуальный подход каждому должен быть обязательно. Можно оставить. Не всегда нужно удалять пасынки. Особенно, когда уже растение вот в таком возрасте. Здесь вот идет, видите, разветвление. И на этом разветвлении еще формируется, вот там цветочек цветет. Здесь есть пасынок. Я его убираю. И дальше оставляю всю эту веточку. Уже тянется под потолок. То же самое буду делать с остальными. И получается, что вот осветленные, вот здесь придется убрать пасыночек. Здесь уже четко видно, что веточка идет. Вот она. И здесь вот цветочек. Значит, здесь будет нормально. А вот можно здесь вот, где цветочек, и вот можно вот этот пасыночек маленький сразу убрать, чтобы растение не тратило на него силы. Вот так баклажаны растут. Надо убирать. Собираем урожай, готовим, перерабатываем. Вот сейчас у меня будет в ближайшие дни такая важная работа. Нужно будет с каждым баклажаном индивидуально поработать, собрать урожай и убрать лишние пасынки. Ну а через дня 3-4 в благоприятный день я буду обязательно их подкармливать и поливать. Это будет уже подлив и подкормка с древесной золой. Вот такая важная тема сегодня. Что я делаю? Я ответила на вопрос, что делают мои баклажаны в теплице. Они растут. Баклажаны по-прежнему двух гибридов, и корный, и фабина. Они радуют урожаем в этом году. И продолжаю с ними постоянно работать. Это поливы. Не очень часто, раз в неделю. И подкормочки идут. Ну и обработки. Обработка последняя была 22 июля молочным коктейлем. Но в ближайшие дни тоже нужно будет присматриваться, потому что очень высокая влажность. Дожди идут у нас очень часто. Высокая влажность воздуха где-то около 90%.
Поэтому нужно будет обработку провести. Ну а какую обработку? Вот я сейчас испытываю еще одну вещь в этой теплице с томатами. Но об этом отдельный разговор. С вами была Раиса Горяченко на канале Раиса Горяченко. Дача, огород, сад, цветы. Всего вам доброго!